Волк 3 дня вел его через метель. Мужчина уже почти не чувствовал ног от холода, но почему-то шел за ним. Так они шли через лес, сквозь ветер и снег, будто зверь точно знал дорогу. Иногда волк останавливался, оглядывался и ждал, пока человек догонит. И только когда они дошли до старой лесной избушки, мужчина увидел то, от чего у него похолодело внутри. Конец ноября. Сумерки опускались быстро, а снег становился все гуще. Игорь Сергеевич ехал по старому шоссе на своем УАЗике. Дорогу он знал хорошо, но в такую погоду даже знакомый путь мог стать опасным. Сначала усилился ветер, потом снег повалил плотной стеной. Фары освещали всего несколько метров впереди, а дальше все растворялось в белой мгле. На одном из поворотов машину занесло, УАЗик съехал в сугроб и застрял. Игорь несколько раз пытался выехать, но колеса только глубже уходили в снег. В конце концов двигатель заглох. Ждать помощи было бессмысленно. По этой дороге почти никто не ездил. Игорь надел куртку, взял фонарик и вышел в метель. Сначала он шел вдоль дороги, но снег быстро заметал следы. Через некоторое время стало невозможно понять, где дорога, а где просто лес. Ветер бил в лицо, ноги тяжело поднимались из сугробов. Игорь остановился и оглянулся. Вокруг была только белая пустота. Он пошел дальше, надеясь выйти хотя бы к какой-нибудь охотничьей избушке. Прошел примерно час, силы начали уходить. И вдруг впереди в снежной пелене появилась темная фигура. Через несколько секунд из метели вышел волк. Крупный серый зверь остановился в нескольких метрах. Его шерсть была покрыта снегом, желтые глаза внимательно смотрели на человека. Игорь замер. Но волк не рычал и не скалился, он просто смотрел. Потом зверь спокойно развернулся и пошел между деревьями. Через несколько шагов он остановился и оглянулся, будто ждал. Игорь колебался всего секунду и пошел за ним. Волк двигался медленно, словно специально выбирая дорогу так, чтобы человек мог идти следом. Иногда он останавливался и ждал. Минут через 20 впереди показалось что-то темное. Это была старая охотничья избушка, почти занесенная снегом. Волк остановился у двери. Игорь поднялся на крыльцо, толкнул дверь и вошел внутрь. На деревянных нарах лежал мужчина. Он был бледный, изможденный, тяжело дышал. Его нога была неестественно вывернута и перевязана куском ткани. «Наконец», — прошептал он. «Я думал, никто не придет». Игорь сразу понял — перелом. Он помог мужчине сесть, дал воды и начал осторожно осматривать ногу. И вдруг почувствовал странное чувство. Лицо этого человека показалось ему знакомым. Мужчина тоже внимательно посмотрел на него. «Подождите», — тихо сказал он, — «я вас знаю». Игорь почувствовал, как внутри все похолодело. Год назад в такую же метель ему позвонили из соседней деревни. Женщине стало плохо, просили срочно приехать. Но он тогда испугался дороги и сказал, что приедет утром. Утром было уже поздно, женщина умерла. И теперь перед ним лежал ее муж. Мужчина долго молчал, потом тихо сказал: «Значит, все-таки приехали». Игорь не нашел, что ответить. Он наложил шину на сломанную ногу, растопил маленькую печку и начал готовить все, чтобы переждать ночь. Утром метель должна была утихнуть, и тогда он отвезет этого человека в больницу. Позже Игорь выглянул на улицу. Следы волка почти исчезли, их уже заметало снегом. Но он точно знал одно: если бы не этот зверь, он бы никогда не нашел эту избушку и никогда не получил бы второго шанса исправить свою старую ошибку.